И снова здравствуйте. Сегодня продолжаем игру Riven. Наверное, даже уже сегодня закончим. Мы вроде как уже на финише. Гена мы уже нашли. Он нас отправил обратно на остров, чтобы мы ему принесли книгу, с которой мы, получается, здесь появились. И он нам советует не освобождать Кэтрин. Интересно, у нас вообще будет выбор, не освобождать или освобождать? Ну, в общем, нам нужно сейчас найти Фратрию. Ну и разобраться с тотемами. Вот, Ген нас отправил сюда. В свою лабораторию. А нам, получается, нужно вернуться на остров джунглей, наверное. Вспомнить бы еще как. Так, какой у нас тут значок-то? Какой долгий этот перенос? А! Стою, жду что-то. Так, остров джунглей. Это вот этот значок.
мы тут как-нибудь выйти можем? Нет. Это мы наверх только попадем. Выход только вот сюда. Чаще такая. Хорошо, он не проваливается. Нифига бы я сейчас туда упала. Так, нам вот сюда. А что за лестница? Я ее до этого тут не наблюдала. Мы еще что-то пропустили? Тотем? Это вот тот последний, который нам нужен? Я думала, он там будет. А где он? А, так когда картинку собираешь, кружок-то светится. Зафотать. А тотем? Ну, нам остался третий, получается. Что у нас здесь вообще есть? И это из всех картинок, кстати, единственная, которая у нас действительно вот собрана полностью. А, так вот, получается, частичка вот эта, она лежит в лаборатории Гена. Подписать их, что ли? Третий. Вот это, значит, надо заново собирать их, смотреть. Пройтись еще, что ли? А, стой. Вот этот мы еще знаем. Вот этот. Это второй. А вот эти надо перефотовать. Значит, мы там рисунок собрали неправильно, поэтому там ничего и не понятно, что там нарисовано. На втором понятно, это вот этот логотип Ривом. А мы шли вон туда. Фига они тут запрятали. Вот правда, вот так вот ходишь, даже и не видно, если в пол не смотреть. Интересно, а больше нет тотемов? Может, их больше 6? Хотя мне больше не попадались. 6 это пока самое максимальное число. Вот этот.
Какой это он получается? Четвертый. Вот так? И что это за живность получается? Ну-ка. Правильно же он так светится? Ну да, вот. Вот это что ли? Ну, допустим. Это тогда удалить? Я что-то 2 раза зафотала. Эй! Ой, их же 2 было. С 4. Ладно, оставлю одну. Эту самую большую. Там хвостик. Как кит какой-то получился. Где еще были тотемы? А, мы еще не поняли картинку. Вот сейчас налево будет. Налево будет дорожка, и там тоже тотем стоит. Когда мы на первый остров шли, мы его обнаружили. Вот он. Шестой. В воде? Так тут тоже непонятно, что. А чё не светишься? О, блин, не успела. Во, все, есть контакт. Это удалить. Почему я не пользуюсь этими заметками? Тут можешь писать заметки, а я вообще даже. Готово. 4, 6, 3. 2. Еще 2. Один. Вон там дерево. Это 5.
Так это не это, что ли? Оно не светится? Так это что, вон с той фигни, где водичка поливается, надо дерево полить? Типа оно тогда расцветет такой, и там будет какой-то рисунок? Ща проверим. Вот отсюда. А сколько его надо лить? Отсюда будет видно? Ну возьми. Оно правда распушилось, да? Только отсюда оно нет, он не смотрится. Подожди, зеркальце-то уберем. И побежали. Где тут выход-то? Стой, нет. Во! Правда, я так и не понимаю, что это такое. Ну да ладно. Главное, есть картинка. Пятый. Раз, два, три, четыре, пять. И еще один. У нас вон там внизу. А, не, стой. Как дверь открыть? А, дым-то там не идет.
Ёптить, надо наверх подняться сперва. Хотя я, в принципе, и так рисунок помню. Во! Первый. Откуда на тебя надо смотреть-то? О! А так я ее так и фотала, нет? А я ее вообще не фотала. Первая. Ну выйди ты отсюда-то. Все, нам только вот туда осталось, получается. Это школа. Вот сюда. А мы можем просто... А хотя какая разница, можно было хоть отсюда, хоть отсюда. Отсюда даже будет быстрее. Нет, вернись обратно. Я подумала, что мы ее сфотографировали, потому что в прошлом видео
Мы же ее находили. Я на нее посмотрела, сфотографировать не сфотографировала. Когда видео обрабатывала, брала на превьюшку как раз эту картинку, и поэтому не запомнил, что я помню, что я ее фотала. На самом деле я ее не фотала, я ее видела в редакторе. Так, стоп, вниз. Мы же можем сейчас сюда наступить? О, можем. Что мы с этим должны сделать? О, ну еще выше нам не надо, тут все. Кто-то сидит. А куда он делся? Э! Он же тут был. А теперь его нету. Или типа мы его спасли, выпустили. А где нам его тогда теперь искать? Там вон, где мы стучались. Там, где тот такой выглянул. И потом обратно спрятался. Типа нужно было для них сделать что-то такое значимое, чтобы они захотели со мной разговаривать. По идее, мне бы тогда надо бы Кэтрин выпустить. Они вообще тут мне тогда расцелуют меня. Но там пароль, который мы не знаем. Или нам нужно его найти?
Хм, не хотят открывать. Я-то думала, он оттуда сюда сбежал. А с другой стороны, если бы он сюда побежал, наверное, нам бы показали, как он это делает. Ну, он бы около нас бы в любом случае побежал, мы бы его увидели, потому что, ну, мы же рядом с выходом стояли. Интересненько, интересненько. Может, мы там что-то просмотрели? Хотя там пустая комната, что там можно просмотреть? Если он оттуда мог сбежать, зачем он вообще там сидел? Типа такой заключенный. Ну пусто же тут. Что ты тут указываешь? А, на чё, Ватсон? Стой, запусти меня. А тут темно. И ничего не видно. Понятно, эта дверь открывается. А у нас есть какой-то фонарик или еще что-то в этом роде? Мы вышли опять к двери. Так, ладно, если просто прямо идти. Ты, господи! И сколько я так прошла в темноте? Ай, так я почти до Я уже обратно, что ли, случайно развернулась?
Фига. Я была близка у цели вслепую. Да спрячь ты уже это. Хотя нет, покажи. Это конспираторы какие-то. А, тут, значит, свет, да, везде можно включить? А, светить себе путь. Господи, это что? Дверь. И все, и выход. Так. Во конспираторы. Вот для этого нам нужны рисунки. Вот, кстати, которые как на дереве похожи. Давай смотреть. Типа пароль такой. Первая, вот как ворона какая-то. Есть такая? Значит, хорошо, что мы заранее все тотемы нашли. Пришлось бы сейчас возвращаться. Второй значок Ривана. Вот он. Третий. Тукан, что ли, какой-то? Клюв такой, как у тукана. Вот он. Четвертый. Вот это четвертый непонятно, чё? Нет. Больше всего вот это подходит. Только это вообще не дельфин, не кит, это лягушка, что ли? Как-то, правда, оно тут не особо похоже на лягушку. Четвертый, пятый. Пятая вот такая. И шестая. Вот это пятая. Вот шестая. О,
Вода исчезла. А что сделать? Подожди. Ну не крутись ты. О. Переместились куда-то еще. Значит, есть все-таки еще одна локация. Красотища-то какая. Что тебе дать? Двери? Не-а. А если и двери, то не для нас. Стоп, а как нам отсюда выйти? Palo! Palo! Yo online! Yo online! Какие агрессивные. Чем они нас накачали? Bukelini. Ну, ништяк. Нас типа в темнице заперли. Arrive on Тей. А, мы появились, получается, отправились на какой-то Тей. Katarina e nao da saya ya palo. Yapa ay manay ya lepo. Milti sai. Bekaretere wirape yelo kene falapo. Tisai. Why te fulupе? Я еще что-нибудь понимала, я кроме слова Катрина ничего не поняла. Usi fa polo ya sepe yai. Ну, в общем-то, она мне принесла, получается, книжку, которую они у меня дюзнули тогда. Да вот они дюзнули. Что, ко мне еще кто-то стучится? Ух ты! А пролетите еще раз. Нет? А жаль. О, дверь открыли. Так, нам дали какие-то книжки. Одна вот перемещение. Мы сюда по-любому можем переместиться. Это будет жестко, правда. Но мне интересно.
А сохраниться здесь нельзя. Ладно, тогда где можно будет сохраниться, попробуем. И пишу наспех из клетки. Я попросила Неллу принести тебе этот дневник и книгу, которая попала в руки Фратрии в момент твоего прибытия. Узнав у нее подробности, я пришла к выводу, что Атрус написал ее с одной очень конкретной целью, чтобы заставить Гена ею воспользоваться. Скорее всего, у него в любом случае возникнут подозрения. Как только мы от него избавимся, тебе нужно будет выпустить меня. Говорят, код от замка хранится где-то в его резиденции в эпохе 233. Затем мы должны подать сигнал Атрусу. Кажется, я знаю, как это сделать. Но ничего не предпринимай, пока не освободишь меня, Кэтрин. Получается, выпустить мы ее сможем только если победим Гена. С тех пор, как я вернулась в Ривен, прошла уже неделя, но я все еще не могу поверить, насколько он изменился. Как только я появилась на месте перехода, мне в нос ударил сладковатый аромат морского бриза. Пахла моя родина так же, как я ее помнила, а вот выглядела совсем иначе. Оглушенная и ослепленная новыми ощущениями, я застыла на месте, пытаясь собрать картину мира обратно, и вдруг передо мной с металлическим лязгом появилась решетка. Скорее всего, меня усыпили дротиком, потому что дальше память меня подводит. На меня орал какой-то ревенец в потрепанной военной форме. Кажется, он пытался говорить на языке Дни, но изъяснялся на нем так плохо, что я не разобрала ни слова. А потом мир окутала тьма. Я слышала смутные голоса, чувствовала, что меня куда-то тащат. А когда проснулась, то увидела перед собой знакомое лицо. Ити? Ити, милая, добрая Ити, характером ничуть не изменилась, но прошедшие годы явно оставили в ее душе множество шрамов. Неудивительно, ведь остров стал тюрьмой не только для Гена, но и для них. Она старается не подавать виду, но я вижу тень застарелой боли в ее широкой улыбке. За хрупким фасадом радушия она скрывает тревогу, густо замешанную на невырезанном страхе. Когда мы с Атрусом оставили здесь Гена много лет назад, меня долго мучили кошмары о том, какие страдания, должно быть, претерпевает мой народ под его пятой, под его пятой, наверное. Но я даже представить себе не могла те зверства, до которых он скатился в реальности. Она, получается, уроженка этого острова, и Атрус ее отсюда забрал. Я постараюсь как можно точнее изложить все, что мне рассказали, составить хронику произошедшего. На случай, если не смогу рассказать об этом лично. Фратрия, судя по всему, некоторые ревенцы стали свидетелями конфликта, по итогам которого Гена заточили на острове. Однако поняли происходящее они неверно в силу невероятно раздутого эго последнего. Мы с Атрусом надеялись, что, лишив Гена способности прыгать между мирами, лишим его и поддержки со стороны тех, кто верил в его божественную природу. Но все вышло строго наоборот. Если Ген был богом и проиграл нам в бою, то мы тоже боги, только сильнее. Соответственно, я покинула остров лишь на время и просто обязана была когда-нибудь вернуться и все исправить. Из этого предположения и родилась Фратрия. Заклятые враги Гена и защитники моей веры. Имя им дал сам Ген, который использовал его слово в унизительном ключе. Всего пару дней назад я и понятия не имела об этой доктрине, но анализируя ее, понимаю, что это было логично. Вряд ли бы ко мне тогда относились с таким пиететом. Они естественным образом предположили, что всеведущее божество и без них знает об этом свойстве своей натуры, так что рассказывать о нем мне самой не было нужды. Я же сложила головоломку только вчера, когда на очередной тайной сходке они в лицах разыграли историю моей жизни, превратив ее в захватывающий эпос, который закончился нашей с Атрусом победой над Геном на краю разлома.
Они раздули реальные события до таких масштабов, что порой мне едва удавалось сдержать смех. Но этот миф давал им силы и храбрость, чтобы бороться с Геном, и дарил надежду на то, что когда-нибудь бесконечные ужасы его достаточного управления прекратятся. Деспотичного управления прекратятся. Несмотря на это, сам факт того, что они выбрали меня на роль всемогущей спасительницы, которая однажды вернется на Ривен, свернет Гена и поведет их в новый рай, крайне меня тревожит. Я готова на любые жертвы, чтобы вызволить мой народ из этого ада. Но я не та, кем они меня считают. Как мне переубедить их? Как развеять их заблуждения, не лишив их последней надежды? Влияние Гена росло, и в пику ему росла и численность фратрии. Чтобы избежать гибели от его руки, а он без раздумий казнил бы любого из них на месте, им пришлось научиться скрываться от любопытных глаз. Они пользуются сетью пещер, на которую он пока что не обратил внимания, но, боюсь, в какой-то момент их неминуемо обнаружат. Вопрос лишь в том, когда. Тайный проход в комнату привязки бунтовщиков. Зажечь Сболу? Куда? Погоди, давай зафотаем. Вдруг пригодится. Куда более зримую опасность для фратрии представляет то, что они наотрез отказываются обрывать связи с теми, кто встал на сторону Гена. Две фракции сосуществуют в удивительном балансе, где общие культурные ценности перевешивают идеологические убеждения, но только пока. Сегодня я услышала, что папу и Инанта убедили вступить в отряд строителей, работающих на Гена. Как бы я хотела их увидеть, но едва я заикнулась об этом, лицо Ити будто окаменело. Мне хочется давить на нее, но в какой-то момент я должна узнать правду. Боюсь, она будет неприятной. С самых первых встреч Фратрия ставила своей целью любыми способами нарушать планы Гена. Они ломали его механизмы, воровали с его драгоценных складов материалы и следили за каждым его шагом. Они носят темные мешковатые одежды, делающие их похожими на призраков, и наслаждаются эффектом, который производит на врагов этот образ. Сочетание с практически сверхъестественной способностью незримо и безнаказанно сеять хаос. Именно такой отряд тайных разрушений по счастливой случайности меня спас в ту первую ночь на Ривене. Боюсь даже представить, что бы со мной было, если бы тот разведчик не вмешался. Теперь Ген наверняка меня ищет. И наверняка да нельзя зол, ведь я ускользнула прямо из рук его охраны. Впрочем, скорее всего, куда больше его разгневала потеря книги привязки, которую, как он предполагает, я должна была взять с собой. То, что меня обманом заманили в Ривен без возможности вернуться, печально, но в итоге и полезно. Открыть ему путь обратно в мир дни означало бы своими руками разрушить Вселенную. Когда он наконец поймет, что я прибыла сюда не по своей воле, то взбесится еще больше, хоть это немного утешает. А это вот сыновья ее сюда, получается, заманили. Я лишь краем уха слышу последний вздох гибнущей эпохи. Нож малый слепо режет пустоту. Единство чистого листа пятная. Уходит раз за разом белизна святая. И черной тушью, выводя строку, тиран приказ скрепляет алую печатью. Это искусство. Искусство геноцида. Сегодня я выбралась на поверхность, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит остров. Я надеялась, что все будет так, как в отчетах Фратрии, но ситуация намного хуже. Обветшание и разрушение сопровождают ревенцев так давно, что они уже их не замечают. Мне же эти картины разбили сердце. Продираясь через густой кустарник, я вновь поймала себя на воспоминаниях о юности. Хватило всего пары вдохов, чтобы свежий морской воздух вернул меня в старые добрые времена. Впрочем, через пару секунд тепло их привета из прошлого развеялось, оставив вместо себя лишь пустое онемение. Мы дошли до утеса, когда я в последний раз была дома, его там не было. Когда-то Ривен был одним крупным островом, но сейчас он расколот на 5 отдельных частей, которые с пугающей скоростью удаляются друг от друга.
4 из них Ген объявил своей личной вотчиной, и туда допускаются только его верные слуги. Со скалы на окраине леса было видно только 3 новых острова. Нелепые гигантские механизмы Гена оказались уродливыми опухолями на теле Земли. Эти острова хорошо охраняют, и фратрии там появляться опасно, хоть это и не останавливает их от попыток всеми силами вставить Гену палки в колеса. 4-й остров я не увидела, так как он находится дальше других и скрыт пологом тумана. Во Фратрии говорят, что изначально этот остров был резиденцией Гена, где он жил и работал в башне, построенной на вершине огромного пня, оставшегося от великого древа. Лес здесь остался только на самом большом острове. А это получается 5-й, вот этот, который она не видела, это вот тюремный остров, где она сейчас. На самом большом острове, где также находится и деревня. Он якобы должен был принадлежать местным жителям, но Ген ухитрился и сюда протянуть свои жадные лапы, разрушая все вокруг. Пляшут в воздухе слова, подобные последним листьям. Гниль маскируется в зелень тем, что уже давно отцвели и еще не пустили ростка, не сдержать обещаний. Сегодня внутри меня царит пустота. Я изгой даже среди изгоев на краю умирающего мира. Несмотря на мои постоянные протесты, Фратрия продолжает меня превозносить. Их отчаянная нужда в спасителе затмевает любые попытки развеять заблуждение. Они считают меня мессией и пристально следят за каждым моим шагом, выискивая подтверждение своей вере. Они шепчутся между собой о том, как я дерзко и бесстрашно разгуливаю по острову, принимая мою ярость при виде руин родных мест за храбрость. И все же во мне живет страх, ибо я знаю то, чего не знает Фратрия. Я знаю причину столь быстрого распада острова. Этот мир написал Ген, и поэтому ему суждено погибнуть, как и всем прочим эпохам его авторства. Я должна как-то донести это до Фратрии, но с Ити говорить бесполезно. Да, сразу после моего прибытия были моменты, когда она забывала о моей божественной сути, когда я снова становилась для нее просто Катрин. Но сейчас такого уже почти не бывает. Впрочем, я знаю еще одного человека, который, кажется, не поддается массовым заблуждениям. Это Нелла. Какими бы неудобными ни были мои слова, какой бы горькой ни была правда, она переносит все со стоическим спокойствием. Возможно, я смогу разделить это бремя с ней. Ген создает книги. Как я раньше этого не замечала? Мы с Атрусом понимали, что он наверняка попытается этим заняться. У него была параноидальная привычка вписывать в свои эпохи все необходимые материалы. Он эксплуатирует природу и народ Ривена, бросая их в топку своей безжалостной машины колониальных идеалов. К счастью, все выглядит так, будто пока что успеха он не достиг. Как бы это ни было больно признавать, я действительно вернулась в Ривен в самый важный и удачный момент. Эпоха разваливается на глазах, мой народ страдает, а если Гену удастся вырваться на свободу, то та же судьба ждет и другие миры. Фратрия ждет от меня действий. Может, я и простая смертная, но я обязана хоть что-то сделать. Как же давно я не писала в этот дневник. Сколько всего нужно рассказать. Я нашла звездный разлом, хоть это и было весьма непросто. Он находится на острове, который Ген называет Храмовым. Фратрия предпочитает называть его Алапа, что можно приблизительно перевести как чаша с водой. Саму же пустоту внутри него они называют Алатван, чаша со звездами. Это тот самый разлом, который позволил нам с Атрусом сбежать из этой эпохи, не оставив после себя книгу, привязки, но за это время его закрыли толстым железным куполом. На нем установлено несколько устройств из тех же времен. Люк со смотровым окошком, большой телескоп и механический подъемник, который использовался при установке защиты. Фратрия уже достаточно давно сумела добыть к нему код. В самом начале правления Гена у них проскальзывала мысль о том, чтобы открыть разлом. Но, к счастью, они все же решили этого не делать. Если бы они тогда на это решились, произошла бы настоящая катастрофа. Ну а сегодня это практически наверняка станет для Ривена началом конца.
Мне также рассказали, что в первые дни своего заточения Ген пытался понять, возможно ли долететь до лежащих за пределами разлома звезд. Он видел, как Атрус уронил туда заветную книгу Миста и планировал ею завладеть. Ради этого он пожертвовал несколькими несчастными местными, обвинив их в незаконном проникновении на чужую территорию, сбросив их в люк в качестве подопытных. Говорят, что они не погибли, но истинная их судьба остается загадкой. И разлом этот теперь далеко не уникален. Последние несколько лет подобные расселены все чаще появляются по всему Ривану. Порой Фратрию удается заглянуть внутрь до того, как на место прибывают люди Гена. Их описание происходящего в бездне лишь укрепляет мои подозрения о том, что Риван раздирают на части не только и не сколько движения митосферных плит. У меня также вызывает беспокойство тот факт, что Ген не просто охраняет эти разломы, но и каким-то образом использует их для быстрого перемещения по острову. И еще то, что он, как считается, нашел способ собирать и сохранять энергию бездны для каких-то неизвестных целей. Как это на него похоже? Беззастенчиво эксплуатировать ради собственной выгоды то, что он не способен понять. Звездная бездна под разломом не то, чем она кажется, на первый взгляд. На самом деле она больше похожа на нежную ткань, ускользающую из пальцев, подобно бегущему потоку воды. Именно так Атрус описал свои ощущения от краткого знакомства с этим местом. Он так и не сумел сформулировать конкретную гипотезу на этот счет. Но меня не оставляет ощущение, что местом бездну называть не стоит. Это скорее сущность. Кстати, мне стоило кое о чем упомянуть ранее. Фратрия избрала символом своей борьбы один из колоссальных клинков, которые преграждали нам путь во время бегства из Ривана. Кинжал, что стоит на другом конце разлома. Естественно, у них есть отдельная легенда о его происхождении, однако она на удивление недалека от правды. Этот кинжал, как и все прочие клинки, воплощение моей ярости и желания отомстить Гену за то, как он, походя, осквернил мой мир. Я не рассказывала Фратре о том, что вписала его в эту эпоху своими руками, чтобы не подпитывать их надежды и ожидания. Но не могу отрицать, что это приятно. Сама того не зная, я подарила им лучшую эмблему из возможных. Все столкновения с последствиями Гена, в которых я принимала участие, оборачивались разочарованием. Они просто сбегали при первой же моей попытке с ними заговорить. Вчера вечером я услышала интересную историю, которая многое объясняет. Вскоре после того, как мы заперли Гена на Ривене, он заявил, что клинки его рук дело. Якобы он призвал их в качестве напоминания о возможном наказании для дерзнувших нарушить ему его сумасбродные правила. В деревне болтают, что этот акт положил начало периоду испытаний, по окончанию которого те, кто верно служил тирану и доказывал свою веру делом, попадут в новую лучшую жизнь. Я продолжу пытаться разрушить его планы от лица моих союзников. Клетка сломана, Ген вырвался на свободу. Мои источники подтверждают, что Гену удалось создать полноценную книгу привязки. Более того, он сделал это еще до моего прибытия, но тщательно оберегал свой секрет, так что правду знали лишь несколько ближайших слуг. С присущей ему небрежностью он даже не стал придумывать для созданного им мира названия, ограничившись лишь номером 233. Неясно, увенчались ли успехом прочие его попытки. Также я только что узнал, что несколько лет назад разведчик Фратрия стащил одну из ранних неудачных рукописей Гена, которую тот планировал уничтожить. Она была практически закончена, но так и не стала проходом в новый мир. Мне об этом не говорили, потому что считали, что пользы от этой книги не будет. Ген несколько десятилетий бился над написанием рабочей книги привязки, но безуспешно. Затем он решил испробовать иной подход, создав крайне хитроумный и многоуровневый механизм, который накапливал энергию звездной бездны и компенсировал с ее помощью внутренние недостатки книги. Строительство шло медленно и с перебоями. Во Фратрии помнят множество разрушительных взрывов, порожденных желанием Гена обуздать первобытную силу, о которой он практически ничего не знал.
Но уже чего-чего, от целеустремленности ему не занимать. И постепенно он сумел настроить этот костыль так, чтобы тот открыл ему проход в иную эпоху. Это по-своему гениальное решение, однако реализовано оно отвратительно, грубо и слишком сложно для столь простой задачи. Более того, практически никакой необходимости во всем этом не было. Я изучила обгоревшую книгу, которая попала в руки Фратрии. Ген, вероятно, предположил, что в их руках от нее толку не будет, и ограничился лишь показным наказанием за оскорбление. Но я вижу то, что недоступно моим друзьям. Эту книгу еще можно спасти. Описанная в ней эпоха совершенно не подходит в качестве дома для Фратрии, но я уверена, что ее можно переписать. Почему бы не дать волю воображению? Я практически закончил дописывать эпоху Фратрии. Это куда более суровый мир, чем тот, к которому они привыкли, и описан он как пустынный, однако выжить там они точно сумеют. Однако для этого нам понадобится вторая книга. В последнее время Ген проводит большую часть дня в мире 233, так что опасность невелика, но пробраться в его лабораторию все равно будет непросто. В воздухе висит предчувствие катастрофы, и днем и ночью страх застилает мне взор. Нужно действовать и действовать быстро. Мы смогли добыть вторую книгу. Теперь я опасаюсь, что Ген начнет ее искать и поймет, что мы что-то затеваем. До того, как наш план придет в действие, я все еще не придумала, как исправить недостатки книги с описанием убежища для моих бунтарей, а до этого момента она бесполезна. Гигантские машины Гена в основном предназначены для манипулирования потоками энергии бездны. Свое дело они делают, но какой ценой? Ревенцы с давних пор используют особую кристаллическую породу, как простой и изящный источник света. Если я найду похожий материал... Вчера мне приснился сон, который превратился в безумный план. Я впишу такое вещество в новую эпоху для Фратрии. Если получить доступ к аппарату Гена, мы сможем перенестись в эпоху из нашей новой книги и попытаться найти там кристалл. После открытия прохода кому-то из нас придется унести книгу обратно. Если она попадет в руки Гена, все пойдет прахом. Когда Ген переносится в эпоху 233, у механизма всегда остается кто-то из прислужников, чтобы вовремя его выключить. Нужно добраться до него первыми. А это значит, что у нас будет всего одна попытка. Все готово. Я вписал нужный материал в новую эпоху и приготовила вторую книгу привязки, чтобы вернуться в Ривен. Естественно, она страдает от тех же недостатков, что и другие творения Гена. Так что без сторонних усилений установить связь не выйдет. Оказавшись в новой эпохе, мне предстоит найти кристалл и придумать, как с его помощью восстановить иллюстрацию прохода, которая сделает книгу полноценной. После этого я смогу собрать еще несколько кристаллов и вернуться в Ривен через вторую книгу. Да, это рискованно. Но если все пойдет по плану, Фратрии и те, кого мы убедим присоединиться к нам, наконец сможет сбежать. На бумаге этот план выглядит до смешного нелепо, как будто его придумал Атрус. Если я не смогу вернуться, то, скорее всего, погибну. Но это меня не страшит. Я боюсь за свой народ. Друзья убеждают меня, что я совершенно точно со всем справлюсь и смогу увести их в лучший мир. Пророчество ведь должно исполниться, правда? Но я чувствую, что в душе их точно так же полны напряжения и страха. Наверное, души их точно так же полны напряжения и страха. Что с ними будет без меня? Неужели они все так и погибнут вместе с Ривеном? Попытаются ли они пойти навстречу неизвестности через новую книгу? Я не знаю, что на это ответить. Боже, ей заняться нечем было. Писала б лучше книгу, а не дневник. Столько настрочила. И все-таки у нас получилось, вопреки всему. Мы уже переправили большую часть Фратрии в новую эпоху. Кстати, мы назвали ее Тей, что значит «широкий простор». Этот мир даже приятнее, чем я ожидала, так что я довольна. Ревенцы наконец-то сбросили оковы. Они стоят под открытым небом в полный рост, ничего не боясь, оглушенные собственной дерзостью. Они свободны. Но впереди еще много работы. Эта эпоха все еще нестабильна, и защитить ее от Гена можно лишь одним способом, уничтожив книги после того, как в Тей вступит последний наш союзник. Говорить об этом с Фратрией, пока они еще не освоились в новом для них мире, я не собираюсь.
Ведь тогда им придется навсегда забыть о доме, единственном доме, который они знают. Я и сама не спешу обрывать все связи. Это мой единственный шанс вернуться к семье и старой жизни вместе. Однако ради общего блага сделать это необходимо. Пока что мы в безопасности, но Ген может в любой момент решить более пристально присмотреться к нашей работе. Затягивать нельзя. Завтра я должна вернуться в Ривен и продолжить уговаривать отправиться с нами в Тей тех, кто еще колеблется. Но пока что пора отдохнуть. Ура! Так, ну мы получили какую-то подсказку, какой-то кодик. Боже, ты что тут стоишь? Иди, меня выпустили. Они что, около каждого дома так стоят, охраняются? Не дают они мне никуда походить, да? Мне к тебе? Ну и глазище. А, интересно, он долго ждал, чтобы меня спустить? Так, вот нас вернули, да? А, в другую сторону надо идти. Что, вот здесь можно сохраниться и проверить? Будет ли какая-то концовка, если мы ткнем книжку? Будет. А потом загрузимся и дальше продолжим. Кто-то за кадром говорит на неизвестном языке.
see you found the book. Вижу книгу у тебя. Thank you for returning it to me. Вернуть ее мне было верным решением. I don't know where you Не знаю, откуда у тебя взялась гениальная идея по своей воле отправиться сюда, но должен признаться, что меня весьма огорчает тот факт, что тебе, а не Атрусу, придется заплатить жизнью за эту глупость. Что ж, время еще есть. О! Мы получили какой-то финал. Да, вот, все, это один из концов, получается не очень хороший. Нас просто убили. Но Гента все равно, получается, попал за... как это? Ну, в книгу-ловушку. Просто, получается, об этом не узнает Атрус, не узнает Катрин. Ну, Катрин, наверное, узнает. От Фратрии. Но она останется в заточении. Так, посмотрели, что будет, если мы сами нажмем на книжечку. Теперь нам, получается, ее нужно отнести Атрусу. Тогда, возможно, он нас пощадит, отпустит. Ну, оставит здесь на острове. Мы свяжемся уже с Атрусом. Или для чего нам этот пароль? Там еще одна подсказка на Храмовом острове, получается. Так он, оказывается, называется. Первоначальный остров Храмовый. Там, где вот эта труба, пар идет какой-то. Там символы. У нас есть, получается, по системе счисления вот этого народа Фратрии код. А там он на другой системе, на системе Ривана. Нам это надо будет перевести, наверное, и ввести. Ну, я это так понимаю. По крайней мере, мы попробуем. Только сейчас уже набирать это надо? Или сперва нужно к Гену сходить? Наверное, сперва к Гену тогда сходим. Все равно у нас вот здесь сейчас сохранение было. Если что, мы можем переиграть. Эта серия, наверное, получится длинной. Fatal Error. Заодно посмотрю, сколько мы сейчас наснимали. Да, серия получается очень-очень длинной. Нам еще, получается, нужно и Катрин спасти, и с Атрусом связаться, и Гена заточить в эту книжку. Поэтому все-таки за сегодня, наверное, не получится у нас пройти все. Вроде вот чуть-чуть, но это все так долго происходит. Тогда давайте на сегодня закончим. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем до скорого. Увидимся в следующем видео.